Это, пожалуй, один из самых необычных объектов в Камбодже. Так, мы сейчас заходим с западной стороны, а там в центре, смотрите, видите, пирамида. 20 на 20 метров. Ну, то, что раскопано, по крайней мере. Маленькие ступеньки. Давайте поднимемся на самый верх. Ух ты! Эти плиты все подогнаны были друг к другу. Плиты не такие уж и маленькие, видите? Вот там. Ну, вот то, что от него осталось, от этого водоема. Ой, там воду даже вижу. Ух, место какое. Основание-то, оказывается, какое мощное этой платформы. Я-то думал, платформа, а тут прям платформа. И вон оно туда дальше продолжается. Видите, оно прям гигантское. Практически всю террасу занимает. То есть постройки, конечно, разного времени. Это уже и к гадалке не ходи. Ну вот, друзья, по этой вот чудесной песчаной дороге я приехал к цели. Это, пожалуй, один из самых необычных объектов в Камбодже. Чуть не сказал храмов. На самом деле, кто его знает, что это? Храмы, не храмы. По причине того, что это вообще пирамида. Камбоджа – это страна пирамид. Допустим, в районе Анкора самый древний храм из найденных – это, опять же, пирамида. Пирамида Акьюм. Гигантская пирамида, которая полностью находится под землей. Так, ну здесь мы видим сначала ограждение идет у нас из латерита. Незамысловатое достаточно, хотя блоки не сказать, что уж крохотные. Так, мы сейчас заходим с западной стороны, а там в центре, смотрите, видите, пирамида. 20 на 20 метров. Ну, то, что раскопано, по крайней мере. Здесь у нас уже идут опять блоки из песчаника. Опять у нас прекрасный лев. Прекрасный лев. Красиво, красиво сделано, прям ну, эстетика на высшем уровне. Но это, очевидно, его лапы. Давайте зайдем с заднего входа. Предполагается, что это какая-то более ранняя постройка, которую потом уже обнесли забором из латерита. И поставили вот эти вот гапуры из песчаника. Давайте оценим мастерство. Ну тут да, хоть все замылено, но видно, что это прям из того времени, когда еще умели. Да, вот, посмотрите. Из того времени, когда умели. То есть у нас считается как 12 век еще умели, а в конец 12 века уже разучились. Если верить, опять же, официальной хронологии. Но, значит, говорят у нас, пирамида 20 на 20 метров, что сразу у меня вызывает некие сомнения, потому что если мы возьмем ту самую пирамиду Акьюм 7 века, которая находится возле Анкора, то у нее основание 100 на 100 метров. Да, и она была полностью вся засыпана землей. Там торчала только маленькая верхушка, потом уже французы чуть-чуть откопали, но всю пирамиду так никто ни разу и не откапывал. Поэтому я вполне допускаю, что и здесь вот эта вот терраса, это является продолжением пирамиды, точно так же, как и давайте сейчас проверим, чего уж там. Может ли вот это быть одной из террас пирамиды, одной из ступеней? Ну, в принципе, вполне, да. Мы видим, что это довольно-таки высокая возвышенность. Мы вполне можем предположить, что там еще много-много чего скрывается. Так, ну, я думаю, имеет смысл по ней подняться. Конечно, выглядит она не шикарно. Это не как пирамида в Коке из песчаника, где все камни подогнаны идеально. Здесь, кстати, тоже все могло быть подогнано идеально, но вы же понимаете, латерит, плюс если этому сооружению более 1000 лет, латерит, конечно же, эродирует очень сильно. Сильнее, чем песчаник, ступеньки крохотные опять. Маленькие ступеньки. Давайте поднимемся на самый верх. Ух ты! Ничего себе! А тут провал. А тут наверху прям провал. То есть тут
Я не понимаю, если честно. Я не понимаю, если честно. То есть, может быть, это был насыпной холм, который обложили латеритом. Или здесь, в принципе, как считают некоторые исследователи, что здесь внутри было какое-то пространство. Вот, то есть вся пирамида, она состоит из латерита, а вот здесь с восточной стороны якобы было какое-то пространство. Здесь у нас опять какое-то святилище устроили. Давайте мы его аккуратно обойдем. Да, забавно, да, раньше кхмеры даже близко не подходили к этим древним сооружениям, потому что считали, что там живут дьяволы, а сейчас везде ставят святилища. Ну, вот это не надо думать, что это часть холма, на котором стоит пирамида, потому что это засып, скорее всего. Засып-то здесь хватает везде. Вот тут они, видите, поставили какую-то конструкцию, чтобы что-то не обрушалось. Не знаю, почему такая высокая. Наверное, из-за дерева. Я так понимаю, чтобы оно не разрушало пирамиды. И вот здесь, видите, мы как будто бы из нее выходим. И здесь мы как будто бы из нее вышли. А там внутри вот такое. Что, как, зачем, почему, непонятно. И в то же самое время построена пирамида, что и забор ее окружающий, который тоже, кстати, засыпан изрядно. Посмотрите. Посмотрите. Он еле торчит вообще из-под земли. Ну а вот это вот входная гапура, входной павильон восточный, главный. Здесь у нас тоже сплошной засып. Давайте посмотрим, что там. Ну, там были когда-то, очевидно, ступеньки. Ага. Ну, конечно же, эта пирамида не раскопана, безусловно. То есть 100% это верхушка. Верхушка какой-то гигантской, очевидно, пирамиды древней. Но я могу и ошибаться. Просто опыт мне подсказывает, что это, возможно, было так. Видим с северного выхода, потому что там нас тоже должно ждать что-то интересное. Здесь тоже ступени, видите, со всех сторон у нас ступени. Ну вот кроме восточного входа, да, который непонятно, был ли он так разрушен. Я вполне допускаю, что это могли сделать местные. На протяжении столетий растаскать этот латерит. Ух ты! Шикардос, ребята, шикардос. А что у нас, кстати, с барельефами? Ну, барельефы, как обычно, да. Мы не будем даже придираться ни к чему. Ну, учитываем замыленность, безусловно. То есть все-таки и эта структура богато украшена барельефами. Вот у нас религиозный, кстати, символ. Это аскет. А это какой-то барельеф. Давайте посмотрим. Ну, смотреть тут особо и не на что, да? Смотреть тут особо и не на что. Давайте же выйдем вот на вот эту террасу. Ух ты. Красиво все, смотрите. Сделано все четко. Сделано все четко, красиво. Ну, в наше время неудивительно было бы, а 12 век, как, мы не понимаем. Вот, смотрите, плиты все подогнаны были друг к другу. Плиты не такие уж и маленькие, видите, вот там. Да, то есть это не тонкие плиты, а прям такие, массивные, хорошие блоки. Вот здесь виднее. Ну, вот, пожалуйста. Все это, конечно же, у нас опять засып. Да, сколько тут может быть метров? Метра два, может быть, надо копать, чтобы раскопать основание этой террасы. Тут мы видим опять льва. Лев. Львы охраняли от злых духов, как говорят. Кстати, у льва есть хвост. Поэтому 12 век мы уже, наверное, все-таки отбросим в сторону, потому что львы вот с такими хвостами изготавливались до 12 века, а вот в 12 веке уже они были без хвостов. Ну, я говорю, тут чувствуешь себя каким-то первоисследователем, потому что очень мало что известно обо всех этих сооружениях. Так, и вот она, вот эта крестообразная терраса, я сейчас на ней стою.
Размеры у нее получается, ну вот по грубой оценке пишут, что 80 метров в длину и 60 метров в ширину. Да, в длину, то есть вот туда, а в ширину это вот сюда. Давайте посмотрим, что тут у нас, чем же она заканчивается. Терраса у нас вот здесь обрывается. Так, чем же она закончится? Давайте посмотрим. Опять крохотными ступеньками. Вот расскажите мне, пожалуйста, как по таким ступенькам можно спускаться? Тут даже боком-то почти нереально, ребята. Ну, глупо же. Господи. Вот. Смотрите, ступенечки, я по ним скатился. Ну, платформа, конечно, шикарная. Я вообще поражаюсь, как еще песчаник-то так долго сохраняется. Может, они его чем-то обрабатывали, что ли? Ну, как и кирпичи, да, мне постоянно в комментариях пишут и спрашивают, а точно этим храмам 1000 лет? Как кирпич так сохранился? Ну, вроде как точно, но гладенько. Но кирпич сохранился. Вот, и находился этот храм у нас прямо на берегу водоема. Вот он. Ну, то, что от него осталось, от этого водоема. Ой, я там воду даже вижу. Ух, место какое. Вот этот водоем, 1,5 километра на 750 метров, который принадлежит комплексу Бен-Мелея. Комплекс Бен-Мелея вот 1,5 километра туда, на запад. Там он находится. А вот эта платформа была здесь построена. Ну, мы, я думаю, все-таки договорились, да, что пирамида более ранняя постройка, скорее всего, чем ограждение и платформа. Ну, вот эта платформа была построена специально для этого барая. То есть здесь, наверное, был канал. Возможно, да, я просто не очень понимаю, почему именно здесь спуск, почему спуск не вот там, да, где, собственно, воды барая должны быть, но почему-то спуск здесь, в северной части этой террасы. То есть, скорее всего, наверное, был какой-то канал, по которому можно было попасть в этот барай. Но это чисто мои предположения. Так, на основе логики. Вот опять мы видим такую изумительную кладку, да, когда вот эти блоки лежат друг на друге, и между ними никаких зазоров не было. Не знаю, найдем мы сейчас тут целый кусочек, чтобы вам показать. Потому что все так разъехалось. А чего разъехалось, тоже непонятно, да? Ну вот они, видите, вот они стыки. Их не видно. А это не стыки. Вот стык. Вот стык, да, вот он. Ну, все, конечно, уже в глине. Ладно. Ага, и вот она, терраса. Здесь, кстати, тоже был спуск, наверное. О, какой лев! Смотрите, откопали льва. Откопали льва. Ну да, здесь тоже был спуск, и тоже такие же комические ступеньки. Ну, то есть ступеньки-то нечеловеческие. Вот, у меня даже ладонь не помещает. Пальцы мои помещаются только, и все. Ну, большой лев. Смотрите, с меня ростом. С меня ростом. Ух ты. И тоже хвост, и тоже хвост. Почему же они не обращают внимания-то на эти хвосты? Ведь хвосты-то явно свидетельствуют о том, что это до 12 века. Как видите, никто ничего не знает. Нифига себе тут засыпик. Нифига себе я поднялся от края платформы. На несколько метров я поднялся. То есть вот это все у нас получается засып. Либо, скорее всего, здесь еще какой-то возвышенный объект находится. Да, вот тут, где я нахожусь, это какой-то, наверное... все, ребят, точно. Ну, да, конечно, вот мы увидели край. Видите, вот. Вот они, эти блоки лежат, да, то есть это... И вот здесь, да, это край какого-то еще возвышения на террасе. Ну, засып, тем не менее, никто не отменял, да. Где я стою, тут тоже сплошной засып. Ух ты. Вот, да, возвышение на террасе, конечно. Видите, как
Ну, а тут дальше были, конечно, какие-то ступеньки, потому что мы видим, вот давайте посмотрим, вот назад обернемся, мы увидим, что дорожка-то к ней расположена довольно низко по отношению к платформе. То есть тут что-то тоже у нас недораскопано, либо дорожка, да, она уже упирается сюда, да, и вот тут тоже какой-то небольшой подъем. Вот это вот изумительная кладка. Ну тут небольшие блоки, надо сказать, совсем небольшие. А к Кхмерам было все равно, они большие, маленькие, ну либо не Кхмерам, да, мы не знаем, кто это строил. Ну, в общем, строителям было этим все равно. Они как маленькие блоки, так и большие складывали с поразительной легкостью. Вот, ну что ж, давайте вернемся к пирамиде. О, у нас непонятно что, да? Вернемся к пирамиде, еще раз окинем взором. Нет, давайте, знаете что, вот с той стороны обойдем, с восточной. То есть у нас же как бы считается же с востока всегда вход главный, да, но здесь почему-то у нас на север. Почему на север, понятно, потому что там находится водоем, то есть выход к водоему. Ну, для чего же могла быть эта пирамида предназначена? Вот ведь вопрос, да? Ну, мало того, что здание очень не характерная для Камбоджи. Ну, скажем, пирамида в Коке – это у нас песчаник. Пирамида в Акьюм, пирамида Акьюм 7 века – это у нас кирпич. А здесь у нас вообще латерит. Ну, вот смотрите, что я нашел. Ух ты! Ну, вот оно, ступеньки продолжаются. Ребята, конечно же, это гигантская пирамида. Ну, тут даже, по-моему, сомнений быть не может. Вот он, латерит. Вот они, ступеньки. А вот эта вся история стоит на одной из ступеней пирамиды. Ну, тут уже даже не оспоришь, что называется. Давайте спустимся вот по этим ступенькам и пройдем еще немножко. Ух ты! Оступиться бы. Пойдем. Ух ты, там-то какая терраса. Я все ходил не с той стороны. Все ходил, да не с той стороны. Вот они, видите, ступени-то уходят вниз. Так эти ступени-то относятся, скорее всего, именно как раз к пирамиде, потому что это тот же самый стиль, те же самые блоки. Потому что если мы перейдем к террасе, тут уже блоки другие. Это уже явная пристройка. Это уже явная пристройка. Да? Наверное. Давайте посмотрим. Ну да, ступени уходят туда. Туда, внутрь уходят ступени. Ну вот они. Ну, сложно сказать, конечно. Ну, вообще по-другому блоки выглядят, да. Вот эти у нас блоки все с дырочками. Они, ну, не все, некоторые с дырочками. Они с прорезями. А это простые блоки из латерита, на которых вообще ничего нет. Ни отверстий, ни выемок, ни вырезок, ничего. Ну, вот оно, основание-то, оказывается, какое мощное этой платформы. Я-то думал, платформа, а тут прям платформа. Тоже ступенчатая. Не там ходил, видите, надо было сразу с этой стороны пойти. Ступенчатая конструкция опять. Вот они, блоки латерита. А как они, кстати, здесь? Вообще не гладко. Ну, я говорю, тут эрозия поработала, конечно. Латерит — это вам не песчаник, у него структура пористая. И понятно, что он разрушается быстрее за счет этого, чем песчаник. А вот тут приличные, хорошие ступени. И вот с отверстиями, видите? А там
Пирамидальные вроде бы как отверстия вообще не имеют, но это мы проверим. Да, вот здесь вот был тоже спуск. Спуск с этой платформы. И уходил ли он куда-то дальше, а вот тут уже загадка, потому что надо копать. Надо копать. Вот, и мы тут поднялись как раз к этому возвышению, на которое я сначала подумал, что это засып, но это вот некое возвышение на террасе. И вон оно туда дальше продолжается. Видите, оно прям гигантское. Практически всю террасу занимает. Вот. Практически занимает всю террасу. Потрясающе. Потрясающе. Вот такой вот супер, по моему мнению, супер интересный объект. Не знаю, как вам, но для меня, исследовавшего уже, наверное, сотни камбоджийских храмов, не считал, ну точно уж не менее сотни. Вот, для меня это объект прям удивительный, прям потрясающий. Потому что, скажу я вам такую вещь, что вообще-то в Камбодже есть и доисторические археологические памятники, которые еще практически никто не изучал. То есть это доангкорский период, возможно, глубоко доангкорский период. И вот эти постройки как раз и характеризуются пирамидальной формой. Я об этом обязательно буду еще снимать. До этих объектов добираться не так легко. Они довольно далеко находятся. Вот, поэтому не знаю, когда я это осуществлю, но осуществлю обязательно. Ну, в общем-то, чего я сюда пришел? Искать отверстия в камнях. Искать отверстия в камнях. Так. И, в общем-то, судя по всему, отверстий-то я и не найду. Что, опять же, загадочно, потому что в латеритных структурах мы часто именно видим эти отверстия, которые прям по центру блока расположены. Впрочем, ну, как впрочем, вот, пожалуйста, в стене мы сразу их находим, видите? Раз отверстие, два отверстия, три отверстия. А здесь ни одного. То есть постройки, конечно, разного времени. Это уже и к гадалке не ходи. Ух ты, какой блок. Шикарный, шикарный. Вот. А здесь у нас как построено? У нас опять же вот эта стена из латерита. Почему такая низкая? Меня так смущает, что она такая низкая. Ага, вот там она туда уходит, видите? То есть здесь, судя по всему, слой-то еще земли не снят. Конечно, не снят. Конечно, не снят. То есть тут еще дальше уходит пирамида, судя по всему. Ну да, все правильно, мы стоим на одной из ступеней древней пирамиды. Да, построено все как обычно, латерит, и сверху вот такой вот блок из песчаников, в котором еще стояли так называемые лотосы. Кстати, ни одного я что-то здесь не вижу. Все под землей, что ли, остались. Непонятно. Да, друзья, ну что ж, переходите на Boosty, хочу я вам сказать, потому что на Boosty я публикую не только видео, но и интересные посты обо всем, что я вижу, да, пытаюсь как-то все это переосмыслить, подвести какую-то черту. Шучу, никакой черты, конечно, тут не подведешь еще. Ой, ближайшие 100, 200, 300 лет, скорее всего. Но тем не менее, да, на Boosty канал так и называется, «Мир на блюдечке». Ссылка есть в описании этого видео, да, и также в описании канала. Ну и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Друг Аркадий». Пока-пока.